Всем доброго дня, меня зовут Надежда, приветствую вас у себя на канале. Сегодня покажу вам, как вяжется вот такой интересный узор с листьями. Раппорт узора составляет в высоту 12 рядов, что составляет из них 6 рядов лицевых и 6 рядов изнаночных, и 14 петель в ширину. Если интересен вам данный узор, давайте приступим, я покажу, как он вяжется. На спице самым обычным способом набираем 16 петель. В эти 16 петель входят 2 петли кромочных и 14 петель раппорта узора в ширину. Набрали петельки, разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и провязываем первый установочный ряд. Он у нас провязывается изнаночными петлями, и в дальнейшем в раппорте узора в высоту он учитываться не будет. Провязываем данный ряд изнаночными петельками, последнюю кромочную также провязываем изнаночной петлей, вяжем до конца ряда. Довязали установочный ряд до конца, разворачиваем наше вязание на лицевую сторону и вяжем первый лицевой ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, 2 петельки лицевых, 3 петли изнаночных, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 7 петель лицевых, последнюю кромочную петельку мы провязываем изнаночной и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Изнаночные петли изнаночными петельками, накид мы провязываем изнаночной петлей, и лицевые петли в изнаночном ряду провязываем лицевыми. Кромочные мы провязываем изнаночные. Второй лицевой ряд. Первую петельку снимаем, 1 петля лицевая, 3 петли изнаночных, 2 петли одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 8 петель лицевых, последняя кромочная изнаночной петлей. Изнаночный ряд вяжем по рисунку изнаночного ряда. Третий лицевой ряд. Первую петлю снимаем, 3 петли изнаночных, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 6 петель лицевых, последняя кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону, изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Вяжем 4-й лицевой ряд. Первую петлю снимаем, 7 петель лицевых, 1 накид, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 3 петли изнаночных, 2 петли лицевых, последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону, изнаночный ряд вяжем так, как смотрят петли. Вяжем 5-й лицевой ряд. Первую петлю снимаем, 8 петель лицевых,
1 накид, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 3 петли изнаночных, 1 петля лицевая, последнюю кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону, изнаночный ряд вяжем так, как смотрят петли. Вяжем 6-й лицевой ряд. Первую петлю кромочную снимаем, 6 петель лицевых, две петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево, 3 петли изнаночных, последняя кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону, изнаночный ряд вяжем так, как смотрят петли. Изнаночные петли изнаночными петельками, накид изнаночной петлей и лицевые петли в изнаночном ряду провязываем также лицевыми петлями. На данном этапе мы с вами провязали 12 рядов раппорта узора в высоту, из них 6 рядов составляют лицевые ряды и 6 рядов составляют изнаночные ряды. Раппорт в высоту можете вязать столько, сколько нужно вам раппортов, в зависимости от вашего изделия. Провязав еще 2 раппорта рисунка в высоту, сам рисунок приобрел совершенно другие очертания и получается очень интересно. Идеально подойдет для вязания кардиганов, джемперов, свитеров и любых плечевых изделий. Надеюсь, он пригодится вам в вашей коллекции узоров. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.